Всем привет! Теперь у нас самая веселая книга для самых маленьких. Три кота. Кто-то здесь страничку оторвал, но ничего. Да. Арбузный день. Как-то раз котята с родителями отправились на арбузный фестиваль. Этот веселый летний праздник проходил на свежем воздухе, в парке развлечений. По всему парку были расставлены украшения в виде арбузов, огромные воздушные шары-арбузы, мячи, забавные аттракционы и, конечно же, сладкое угощение из спелых арбузов. «Ух ты, какая громадина!» – с восхищением воскликнул Коржик, увидев огромный надувной шар в виде арбуза, закрепленный на специальных деревянных опорах. Вся конструкция была высотой с дом. «А вон там призовой арбуз», – показала вдаль мама. Котята увидели большой арбуз, настоящий, спелый, перевязанный красной ленточкой. Приз для будущего победителя арбузных конкурсов красовался на высоком постаменте в окружении арбузиков поменьше. Праздничная композиция стояла на красной ковровой дорожке, а вокруг нее развивались яркие флаги с эмблемами фестиваля арбузов. Котята побежали к призовому арбузу, чтобы получше его рассмотреть. «Ого, вот бы его попробовать!» – замечтался Компот. В это время к призу подошел ведущий фестиваля в зеленом арбузном костюме и объявил в микрофон: «Дорогие друзья, вы можете выиграть этот чемпионский арбуз. Надо только победить в семейных соревнованиях. В команде должно было быть 2 взрослых и 1 котенок», — объяснил он. «Чур я за котенка», — первым вызвался Коржик. «Папа, мама, давайте поучаствуем», — попросил он родителей. «А мы с Компотом будем за вас болеть», — поддержала брата Карамелька. «Отличная идея», — согласилась мама. «Если мы выиграем, то этого арбуза нам хватит надолго». «Здорово!» – обрадовались котята и весело запрыгали, взявшись за лапки. «Миу, миу, миу!» «Прошу за мной», – пригласил ведущий и повел семейство 3 котят к месту проведения соревнований за арбузный приз. Папа, мама и котята поспешили за ним. На спортивной площадке уже собрались другие участники конкурса – Гоня и Сажик со своими родителями. «Начинаем первый тур», – объявил ведущий и подвел спортивные команды. «Чего? На горшок? Ну давай, я пока читать буду». Правильно, на горшочек надо ходить. «Начинаем первый тур», – объявил ведущий и подвел спортивные команды к небольшому водоему. «Чего? Мы не подсматриваем, я книгу снимаю». «В котором плавали надувные мячи-арбузы. Надо пробежать по этим мячикам и не упасть в воду», — объяснил он правила первой эстафеты. «Каждый участник...» Да, все, ложись, глазки закрывай. «Приготовились, начали!» Каждый участник — это 1 балл. «Приготовились, начали!» Ведущий взмахнул лапой, отдавая команду. И веселые соревнования за самый большой арбуз начались. Вокруг спортивной площадки собралось множество зрителей. Среди них были и Компот с Карамелькой. Все дружно аплодировали и подбадривали участников. «Вперед!» – кричала Карамелька и Компот своей семейной команде. Первой к эстафете приступила команда Сажика. Все 3 участника, папа, мама и котенок Сажик, успешно пробежали по скользким мячам, ни разу не оступившись. Вслед за ними по мячикам проскакал Коржик, а потом его мама. У них отлично получилось. Пришла очередь папы. «Хорошее начало», – удивился ведущий. «Похоже, все справятся с этим заданием». Но как только он произнес эти слова, папа поскользнулся на мяче, потерял равновесие и плюхнулся в воду. Зрители заволновались. «Не переживайте, папа, шанс на победу еще есть», – подбодрил ведущий. Тем временем на мячах показалась семейная команда Гони. Папа и котенок ловко преодолели препятствия, вслед за ними бежала мама. Ей было сложно балансировать на мокрых мячиках, и в конце концов мама Гони упала в воду, оказавшись рядом с папой 3 котят. «В такую жару не мешает искупаться», – пошутил папа, подплывая к кошке из команды соперников, и все дружно рассмеялись. Конкурс оказался очень веселым и для его участников, и для зрителей. В это время на табло появились цифры, баллы, которые каждая команда заработала в первой игре. Счет был 3-2-2 в пользу команды Сажика. После первого тура команда Сажика опережает других на 1 балл, объявил результат ведущий. «Но вот наша команда проигрывает», – расстроилась Карамелька, сидевшая среди зрителей рядом с Компотом.
«Они еще могут выиграть, если победят в следующих турах», – ответил сестре Компот. «Мама, папа, Коржик!» – хором закричали Карамелька и Компот. Чтобы подбодрить свою команду, а соревнования продолжались. «Итак, второй тур», – произнес ведущий. «Участникам нужно проехать...» Глазки закрывали? «На огромной бочке, перебирая ногами», – объяснил он правила новой игры. «Это очень непросто. Перед командами лежала на боку округлая бочка, раскрашенная в цвета арбуза. Чтобы удержаться на ней, требовалось умение хорошо держать равновесие. Услышав правила нового конкурса, папа очень обрадовался. «Я так в детстве катался на бочках», – со смехом сказал он. «Это же было 100 лет назад», – засомневался Коржик. «Ты помнишь, как это делать?» «Папа ничего не забывает», – с улыбкой ответил тот и погладил котенка по голове. А среди зрителей в это время царило волнение. Все шумели, аплодировали и выкрикивали имена участников. «Давай, папа!» – закричали Карамелька и Компот, когда на старт вышла их семейная команда. Первым на бочку встал папа и, ловко перебирая лапами, прошел всю дистанцию. «Ого, вот эта техника!» – восхитился папиным мастерством ведущий. «Вам бы в цирке выступать!» – рассмеялся он в микрофон. Зрители бурно аплодировали папе и его команде. Следующим участником был Коржик. Он резво пробежал по спортивному полю, балансируя на бочке, и успешно добрался до финиша. Публика была в восторге. Наконец на бочку встала мама 3 котят. Она начала движение, но потеряла равновесие и упала на дорожку. Компот и Карамелька на трибуне заволновались. «Ой, глаза закрывай, пожалуйста». «Не крутись, не вертись, закрой глазки и лежи, пожалуйста. Если тебе не интересно, я могу не читать. Просто всем же интересно». Теперь пришел черед Гони и его родителей. Котенок первым справился с заданием, а за ним и его папа. Для мамы Гони этот конкурс оказался слишком трудным. Как только она попыталась встать на бочку, та выскользнула из-под лап кошки и укатилась вдаль. На зрительских трибунах раздались тревожные вздохи. У команды Сажика тоже не все шло гладко. Мама котенка легко справилась с эстафетой, а следующий участник, папа, потерял управление бочкой, и та покатилась в обратном направлении к водоему с надувными мячиками. В результате черный кот чуть не упал в воду. Котенку Сажику тоже не удалось добраться до финиша на бочке. Ведущий снова подвел итоги соревнований. На табло появился общий счет. Он стал равным. 4-4-4. «Да, не все дошли до финиша, но при этом очки равны», — сказал кот-ведущий. «Теперь все решит третий тур». И ведущий подвел команды к баскетбольной площадке. «Нужно попасть этим мячом в корзину». Кот подал игрокам мяч. Начинает команда Сажика. Команда черных котов сделала свои броски мячом, но попасть в корзину удалось только Сажику, и команда заработала 1 очко. Следующим были Гони и его родители. В этой команде мяч в корзину ловко забросил папа котенка, ведь он был спортсменом, а у Гони и его мамы не получилось попасть в цель. На табло высветился общий счет. Первые 2 команды имели по 5 баллов. Команда Гони сравняла счет, сообщил в микрофон ведущий. Теперь пришла очередь команды Коржика. Первым мяч взял папа 3 котят. «Наша команда может выиграть», – взволнованно сказал Компот Карамельке. Папе не удалось попасть мячом в корзину, зато мама ловко забросила мячик прямо в цель. Команда получила балл. Общий счет всех 3 команд стал равным 5-5-5. Наступил решающий момент. «Теперь все зависит от Коржика», – произнес Компот. На игровом поле Коржик уже прицелился мячом в корзину. Все зрители и ведущие внимательно следили за ним. Неожиданно ведущий, который стоял на самом верхнем ряду зрительной трибуны, оступился и упал вниз в своем костюме-арбузе. Коту было трудно двигаться, и он покатился словно мяч к гигантскому надувному шару, который стоял на подпорках в центре конкурсной площадки. Ведущий ударился об одну из опор конструкции, она сломалась, и огромное сооружение начало с треском рушиться. Надувной арбуз мог вот-вот упасть прямо на кота ведущего. «Кто-нибудь, помогите!» – отчаянно закричал он. Все произошло так быстро, что никто не успел сообразить, что делать. Зрители взволнованно вскрикнули. В это время Коржик, уже замахнувшийся мячом в корзину, увидел, что случилось, и мгновенно среагировал. Он бросил свой мяч прямо в ведущего. От удара мяча кот в своем шарообразном костюме откатился в сторону, а гигантский арбуз рухнул на землю, не задев кота. Зрители на трибунах повскакивали со своих мест и громко зааплодировали Коржику, который спас ведущего конкурса. «Молодец, Коржик!» – громче всех кричал брату Компот. «Точный бросок Коржика, похоже, меня спас», – сказал кот, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Но на табло ничья», – растерялся он, «и по нашим правилам приз не достанется никому», – растерянно подытожил кот. Зрители и игроки посмотрели на табло.
Три команды участников заработали по 5 баллов. Мяч Коржика спас ведущего, но не попал в корзину. Поэтому по правилам соревнований он не принес команде балл. Все были разочарованы. «Нет, пускай Коржик будет победителем», – вдруг предложил Гоня. «Мы согласны, он это заслужил», – поддержал Гоню его папа. На зрительских трибунах раздались одобрительные возгласы и аплодисменты. «Приз Коржику!» – кричали все. «Но раз так, чемпионский арбуз присуждается команде Коржика», – обрадовался ведущий такому решению игроков и зрителей. Он торжественно пожал лапу котенку, а в это время к Коржику подбежали Карамелька и Компот. «Здорово!» – закричали радостные котята. «Миу, миу, миу!» «Я знаю», – хотела было предложить Коржик что-то Карамелька, но Коржик опередил ее. «Я знаю, что надо делать!» – воскликнул котенок. «Мы поделимся арбузом со всеми участниками!» – произнес он то, о чем, наверное, и подумала Карамелька. Этот арбузный день закончился чудесным праздничным угощением. Все три команды котят и их родители собрались за большим столом и вместе полакомились сладким сочным арбузом. Приз был такой огромный, что его хватило на всех. Вот так команда Коржика выиграла главный приз, а котята поняли, что хороший поступок – это тоже победа. Путешествие на поезде. Однажды вся семья отправилась в отпуск на юг, и котята впервые должны были ехать на поезде. Все для них в этой поездке было новым и необычным. Упаковав все необходимые вещи в чемоданы, папа, мама и трое котят приехали на железнодорожный вокзал. Войдя в здание вокзала, они оказались в толпе пассажиров, спешащих на свои поезда. В это время в зале ожидания объявили: «Поезд на юг отправляется через 15 минут с 3-й платформы». «О, это про наш поезд, говорят», – воскликнул папа и направился к выходу на платформы, откуда отправляются поезда. Мама и котята поспешили за ним. Папа катил за собой самый большой и тяжелый чемодан с вещами. У мамы был чемодан поменьше, у Коржика и Карамельки маленькие детские чемоданчики, в которых помещались их дорожные вещи и игрушки. А у Компота все было упаковано в удобный дорожный рюкзачок. Папа, мама и котята нашли платформу номер 3. На ней уже стоял готовый к отправлению поезд. У дверей каждого вагона пассажиров встречал проводник в форме, который проверял билеты перед посадкой в поезд. «А вот и он!» – воскликнул запыхавшийся папа, увидев поезд. «Здорово!» – хором закричали котята и запрыгали от радости. «Миу, миу, миу!» Папа первым подошел к проводнику. «Добрый день, вот наши билеты», – сказал папа и достал из кармана 5 билетов на поезд. Проводник проверил на билетах все, что необходимо: номер поезда, дату и время отправления, номера купе в вагоне, и пригласил семейство занять свои места. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста», – сказал он. Папа, мама и трое котят запрыгнули в вагон и пошли вдоль дверей с номерами, пытаясь найти свое купе. Коржик решил первым выбрать себе место и открыл первую попавшуюся дверь. «Моя комната будет тут», – сказал котенок, открыв дверь в купе. К своему удивлению, он обнаружил, что это купе занято. Из него выглянули не менее удивленные пассажиры, уже занявшие свои места. «Ой, извините», – растерянно сказал Коржик и закрыл дверь чужого купе. «Коржик, комнаты в поезде называются купе», – объяснила мама. «У нас купе номер 5», – сказала она и открыла нужную дверь. Коржик первым вбежал в купе вместе со своим чемоданчиком на колесах. «Ух ты, чё я на самом верху!» – воскликнул он, оглядывая места в купе, где было 2 нижних полки и 2 верхних. «Смотрите, как я сейчас туда заберусь!» Коржик запрыгнул сначала на нижнюю полку, а оттуда забрался на верхнюю. Котенку там сразу очень понравилось, и он стал весело подпрыгивать на своем месте, размахивая лапками. С верхней полки было отлично видно все, что происходит в купе, а также за окном. Папа, мама, Карамелька и Компот тоже зашли в купе и присели на нижние полки, чтобы немного отдохнуть. Папа убрал под сиденье чемоданы, и теперь все было готово к началу путешествия. Тем временем поезду пора было отправляться по своему маршруту. Проводник дал сигнал об окончании посадки в вагон, двери закрылись, и поезд начал движение. От резкого толчка поезда Коржик, прыгавший на своей верхней полке, не удержался на ней и свалился вниз. Хорошо, что папа успел подхватить котенка. «Поезд не место для активных игр», – строго объяснил папа. «А что же тогда тут делать?» – расстроился Коржик. «У нас есть журналы, игры и альбом с фломастерами», – сказала мама и достала из своей сумки все принадлежности для занятий. Хорошо, что мама заранее подготовилась к поездке и продумала все необходимое. Теперь котятам было чем заняться. Компот стал рисовать за маленьким откидным столиком. Коржик и Карамелька сыграли в шашки, сидя на нижней полке, а папа и мама смогли
почитать книги и журналы. Котята прекрасно провели время. В купе им очень нравились маленькие зубные щетки и тюбики с пастой, которые выдают пассажирам поезда. А поезд мчался вперед на юг, к теплому морю. Вдоль по рельсам железной дороги он ехал среди зеленых холмов, лугов и цветущих деревьев. За окном купе был прекрасный вид. Мама и котята с удовольствием поглядывали в окошко, а уставший папа тем временем задремал. «Станция Котейкино поле», — объявили в вагонах. Поезд приближался к остановке. «Стоянка 5 минут», — сообщили пассажирам. Поезд остановился у платформы, и мама шепотом предложила котятам: «Давайте купим яблок, а заодно подышим воздухом», — сказала она. «А папу будить не будем, пусть отдыхает». Котята радостно кивнули и тихонько вышли из купе вместе с мамой. Остановив папу дремать в купе одного на станции, они увидели палатку с фруктами и выбрали самые вкусные яблоки. Мама купила большой пакет яблок для всей семьи. «Поезд на юг отправляется через 1 минуту», – громко объявил диспетчер вокзала. Нужно было скорее возвращаться в свой вагон. «Нам пора, котятки», – сказала мама. К своему удивлению, она увидела рядом с собой только карамельку и компота. «Ой, а где Коржик?» – заволновалась мама. «Смотрите, вон он!» «Смотрите, вон он!» – воскликнула Карамелька, показывая вдаль платформы. Мама и 2 котят бросились к Коржику. Тот стоял рядом с большой витриной и рассматривал модель паровоза, установленную под стеклом. «Коржик, ты почему убежал?» – строго спросила мама. «Я не убегал», – ответил котенок. «Я просто пошел посмотреть на этот поезд». «Но ты мог потеряться», – сказала мама. «Наш поезд вот-вот уедет», – объяснил младшему брату Компот. «Ха-ха, как он может уехать без нас?» – беззаботно рассмеялся Коржик и взял из маминого пакета яблоко. В это самое мгновение они услышали, как поезд отъезжает от станции. Мама вздрогнула от неожиданности и уронила пакет с фруктами. Яблоки покатились по платформе в разные стороны. «Ой, подождите!» – закричала мама и бросилась бежать за уходящим поездом. Котята понеслись вслед за мамой, но поезд было уже не догнать. Мама и 3 котят, растерянные, остановились в конце платформы, глядя вслед своему поезду. «Ну вот, уехал», – захныкал Компот, и папа вместе с ним. «Не волнуйтесь, котятки, мы обязательно что-нибудь придумаем», – сказала мама, но вид у нее был очень расстроенный. Мама и котята остались одни на пустой платформе станции. «А давайте догоним папу на другом поезде», – предложила Карамелька. «А если он поедет в другое место?» – задумчиво спросил Компот, представив, как разные поезда перемещаются по разветвленной сети железнодорожных путей. «Может, поедем на этой тележке?» – предложил он, показывая на тележку, которой пользовались служащие станции, чтобы быстро добираться до нужного участка железной дороги. Качаешь ручку, и она едет по рельсам. «Я в книжке читал», – объяснил Компот, – «устройство механической тележки. Это дрезина», – пояснила мама. «Вот только поезд на ней не догнать», – сказала она, представив, как тяжело будет раскачивать рычаг тележки, чтобы заставить ее быстро ехать. К счастью, в это время котят и маму заметил водитель такси, ожидавших новых пассажиров неподалеку. «Как я понимаю, вы опоздали на поезд?» – спросил он. «Я могу подвезти вас до следующей станции на машине», – предложил таксист, – «но нам лучше поторопиться». «Ой, спасибо!» – с облегчением воскликнула мама. «Вы нам очень поможете!» – обрадовалась она и поспешила к машине. А за мамой побежали Коржик, Карамелька и Компот. Все 4 быстро запрыгнули в такси, и машина понеслась по дороге вдоль железнодорожных путей. Из окна автомобиля котята увидели, как едет к следующей станции их поезд. Поезда дальнего следования очень быстрые, и маме с котятами удалось догнать свой поезд в последнюю минуту. Поблагодарив водителя такси, они выскочили из машины и вбежали на платформу станции, от которой вот-вот должен был отправиться поезд на юг. Проводник, стоявший у дверей вагона, очень удивился, когда увидел запыхавшихся котят и маму. «И еле догнали», – с облегчением вздохнула мама, садясь в поезд. «Спасибо», – прокричала она таксисту, который их так выручил. «Счастливого пути», – ответил кот-шофер и помахал лапой котятам и маме. Все закончилось хорошо, и проводник вагона, мама и котята весело засмеялись. Коржик, Карамелька и Компот побежали по вагону к своему купе. «Папа, наверное, так волнуется», – с тревогой в голосе произнесла Карамелька, открывая дверь купе. Но заглянув внутрь, удивленные котята увидели крепко спящего папу. Он так и дремал на том самом месте в купе, где они оставили его на предыдущей станции. «Похоже, папа не так уж и волновался», – удивленно сказал Компот. В этот момент папа наконец проснулся. Он даже не заметил, что какое-то время был в купе один. «Как же я славно выспался!» – с удовольствием потянулся папа. «Надо будет на следующей станции нам всем выйти и подышать воздухом». Папе тоже захотелось погулять. «Ох, котята!» – серьезно ответила мама. «Я боюсь, что кое-кто из котят может потеряться», – сказала она, строго поглядывая на Коржика. Котята понурились.
«Ну вот», – протянул расстроенный Компот, – «не видать нам больше яблок». «Я знаю, что надо делать», – вдруг придумала Карамелька. «На улице мы не будем отходить от вас с папой», – сказала она, глядя на маму. «Честно-честно, обещаем», – подхватил Коржик. «Но если так, то можно и выйти», – согласилась мама. «Вот и хорошо», – обрадовался папа. «А сейчас время обеда. Мы идем в вагон-ресторан», – объявил он котятам. «В поезде есть вагон-ресторан?» – удивился проголодавшийся Компот. «Здорово!» – радостно воскликнули трое котят. «Миу, миу, миу!» – закричали они, взяв друг друга за руки. За лапки. И вся семья отправилась обедать в вагон-ресторан. Там они расположились за отдельным столиком и выбрали себе вкусные блюда из меню. За обедом котята смотрели в окошко поезда и любовались южным пейзажем, ведь поезд уже приближался к морю. Путешествие получилось замечательное. Вот так котята поняли, что путешествовать на поезде очень интересно, особенно если держаться вместе, ведь вместе всегда веселее. Снежная битва. Готово? Глазки закрываем, открывайся. Снежная битва. Однажды зимой Коржик, Карамелька и Компот вышли на прогулку. К трем котятам присоединились их друзья – Лапочка, Горчица, Сажик, Нудик и Шуруп. На улице выпало очень много снега, и котята решили поиграть в снежки. Они отправились на заснеженную поляну, неподалеку от своих домов. «Сколько снега!» – воскликнул Компот, подходя по сугробу к дереву, покрытому тяжелым снежным покровом. «Ой!» – котенок вздрогнул от неожиданности, когда ему на голову посыпался снег с ветвей. «И он хорошо лепится», – сказала Карамелька, собирая снег с головы Компота и делая снежный шарик. «Значит, из него получатся отличные снежки», – обрадовался Коржик и тоже слепил свой снежок. «Здорово!» – радостно закричали трое котят и запрыгали, взяв друг друга за лапки. «Миу, миу, миу!» В этот момент прямо в Коржика попал снежок, который только что слепил Сажик и запустил своего друга, начав веселую игру. «Ага, берегись!» – подхватил игру Коржик, быстро слепил новый снежок и бросил в противника. Все котята – Карамелька, Компот, Коржик, а также Сажик, Нудик, Горчица и Шуруп – принялись скатывать шарики из снега и кидаться ими друг в дружку. Поляна наполнилась шумом и весельем, и веселым смехом играющих котят. В общей потасовке не участвовала только Лапочка, которая решила слепить снеговика. Она скатывала большие снежные шары и аккуратно ставила их один на другой. В это время Компот получил сразу несколько ударов снежками и от Сажика, Горчицы и Нудика, и от своих брата и сестры. «Ой!» – расстроился котенок. «Снежки летят со всех сторон. Я не понимаю, в кого кидать. Я не хочу больше играть», – сказал он и отложил свой снежок, понурив голову. «Это потому, что мы играем каждый сам за себя», – объяснила брату Карамелька. «Надо разделиться на команды», – предложила она всем. «Классная идея», – обрадовался Коржик. «Кто со мной в команду тигров?» – пригласил он друзей и грозно зарычал, словно хищный зверь. Карамелька и Сажик решили присоединиться к Коржику, и трое тигров зарычали хором на своих противников. «А кто в команду львов?» – позвал к себе остальных котят Шуруп и тоже зарычал, грозя соперникам. В команду Шурупа вступили Нудик и Горчица. Львы выстроились напротив тигров и зарычали в ответ. Только Лапочка и Компот остались в стороне. «А я не хочу играть в снежки», — сказал Лапочка. «Я буду строить красивую башню принцессы. Башня будет высокая и изящная. У нее будет красивая крыша и мост с колоннами, по которому будет ездить карета принцессы». И Лапочка представила себе прекрасную сказочную картину, которую описала друзьям. «А я буду помогать Лапочке», — подхватил Компот, «а потом спрячусь от снежков в ее башне». И тут Шуруп подал всем новую идею. «Кстати, мы ведь можем построить крепости из снега», — предложил он друзьям. «Да», — обрадовался Коржик, «крепость нас защитит, и мы сможем сделать много снежков». Всем котятам понравился такой вариант игры, и они принялись за дело. Пока тигры и львы строили снежные крепости, Компот и Лапочка лепили свою снежную башню. У команд получилось надежное укрепление из больших снежных шаров, и вот капитан команды тигров решил перейти к снежной битве. «Ну все, хватит уже, мне надоело строить», — объявил Коржик. «Давайте играть». «Давайте», — подхватил Шуруп, и его команда львов, Горчица и Нудик заняли свои места за стенами крепости. Карамелька, Сажик и Коржик тоже спрятали свою снежную крепость и вооружились снежками. Все шестеро котят принялись метать друг в друга снежки, выглядывая из укрытий и вновь прячась за ними. Компот и Лапочка тем временем построили огромную башню из снега. Командам тигров и львов приходилось оставаться за стенами своих крепостей, но все время сидеть в укрытии оказалось очень скучно.
«Тигры, хватит отсиживаться в крепости, за мной!» – воскликнул капитан команды Коржик, выбегая в атаку. Карамелька и Сажик завопили хором и побежали за Коржиком. Они приблизились к крепости львов. Однако оттуда полетели один за другим огромные снежки. «Отступаем в крепость!» – закричал Коржик и бросился на утек. За ним Сажик и Карамелька. Тигры убежали обратно в свое укрытие. Теперь львы выступили вперед. В атаку позвал Шуруп в наступление Горчицу и Нудика. Все трое побежали к крепости тигров, забрасывая ее снежками. Котята устроили шумную и веселую потасовку. Они бегали туда-сюда от крепости к крепости, то наводя на противников, то прячась в укрытие. Снежки летели во все стороны и попадали даже в чудесную башню, которую возвели Лапочка и Компот. В конце концов, со стен башни посыпались снежные обломки. «Эй, смотрите, куда бросаете!» – обиженно закричал друзьям Компот. «Надеюсь, они не сломают нашу башню?» – обратился он к Лапочке. «Она получается такой красивой!» Башня и вправду вышла замечательная, высокая, с окошками и арками из снежков разной формы и размера. Остальные котята продолжали носиться по сугробу и кидаться снежками. Наконец они начали уставать. «Я уже устал бегать от снежков», – выдохнул утомленный Сажик, переводя дух и роняя из своих лап снежный комок, не в силах бросить его в крепость противника. «Надо придумать, как подобраться к ним незаметно», – сказала Карамелька. «Идея!» – воскликнул Коржик. «Нам нужно прикрытие, мы за него спрячемся, и они нас не увидят». «Давайте скатаем большой ком», – предложил Котенок, и принялся лепить огромный шар из снега. Все вместе, Коржик, Карамелька и Сажик, скатали гигантский снежный шар выше своего роста. Они катили его вперед, прячась за ним от летящих снежков, словно за щитом. Шуруп, Горчица и Нудик очень удивились, когда увидели, как на них надвигается эта гора снега. Они забрасывали ее снежками, но Коржику и Сажику и Карамельке удавалось спрятаться. «Вперед!» – подбадривал свою команду Коржик. «У тигров хитрый план!» – воскликнул Шуруп. «Но львы хитрее вас!» – придумал он и сказал Горчице и Нудику, понизив голос. «Мы скатаем свой шар!» И львы стали лепить собственный снежный ком для укрытия. «Скорее, сейчас мы подберемся к их крепости!» – торопил друзей Коржик, приближаясь к цели, вместе с Карамелькой и Сажиком. Но в это время Шуруп и его команда выдвинулись навстречу, прячась за своим огромным снежком. Котята катили друг на друга гигантские снежные шары, из-за которых не видели ничего на своем пути, и обе команды, сами того не замечая, приблизились с двух сторон к прекрасной башне, построенной Лапочкой и Компотом. Раздался удар, и брызги снега взлетели в воздух. «Ой!» – закричали Компот и Лапочка, падая с обрушившейся стены своей башни. «Ура! Мы сломали крепость львов!» – радостно воскликнул Коржик, еще не понимая, что же произошло. И тут котята увидели расстроенных Лапочку и Компота. «Ой!» – вздохнули все хором, обомлев от удивления. «Вы сломали нашу башню!» – чуть не плакал Компот. «А ведь мы ее так долго строили!» – протянул он и захныкал. «Она была такой красивой!» – загрустила Лапочка. «Простите, мы не хотели!» – извинился за всех Шуруп, понурив голову. «Это все из-за снежной битвы!» – расстроился и Коржик. «Я знаю, что надо делать!» – вдруг воскликнула Карамелька. «Тигры и львы объявят перемирие!» – придумала она, «и помогут Компоту и Лапочке восстановить башню!» Всем котятам очень понравилась эта идея. Команды противников пожали друг другу лапки в знак перемирия и занялись общим делом. Тигры и львы помогали Лапочке и Компоту построить башню заново, и она стала еще красивее, чем прежде. Друзья не могли налюбоваться на свое творение. «Это не башня, это настоящий дворец!» – восхищенно воскликнул Компот. «Теперь мы устроим турнир по метанию снежков в честь открытия нашего дворца», – придумала Лапочка. «Здорово!» – хором закричали все друзья-котята и взяли друг друга за лапки. «Миу, миу, миу!» Так котята поняли. Играть в снежки, конечно, весело, но гораздо лучше слепить что-то красивое вместе с друзьями, ведь это будет долго всех радовать. Снежный домик. Однажды зимой котята собирались на детскую площадку. Рядом с домом Коржик, Карамелька и Компот надели теплые ботинки, шапочки и шарфы. Взяли санки, чтобы кататься со снежной горки. Мама разрешила котятам гулять одним, но только во дворе их дома. Она провожала котят в прихожей. «Далеко не уходите, чтобы я видела вас из окна», – велела котятам мама. «И долго не гуляйте, а то замерзнете. Лучше вернитесь домой, погрейтесь, а потом снова пойдете гулять», – объяснила она и дала Коржику телефон, на всякий случай, чтобы котята смогли ей позвонить. «Здорово!» – обрадовались трое котят. «Миу, миу, миу!» – закричали они, все вместе и запрыгали, предвкушая веселую прогулку.
Коржик, Карамелька и Компот вышли во двор и пошли на детскую площадку. Каждый котенок вез свои санки. «Жалко, что надо возвращаться домой, чтобы погреться», – грустно сказала братьям Карамелька. «Интересно, а как жить на севере, где всегда зима и холодно?» – задумался Коржик. «Северные коты живут в иглу», – объяснил младшему брату Компот. «Иглу – это такой круглый дом из снега», – сказал он. Компот любит читать книги и знает много всего интересного. Котята быстро представили, как северные коты строят свои необычные жилища из снежных кирпичей и укрываются в них от зимнего холода. «Как можно жить в доме из снега? Нам же холодно», – удивился Коржик. Он вообразил, как северные коты, закутанные в теплые зимние шубки, мерзнут в своих домиках, а так же, как и на улице. «Вот, я всегда хотел это узнать», – ответил Компот. «Давайте построим иглу и проверим», – предложил он брату и сестре. Но Коржику такая идея не понравилась. «Нет, это скучно», – сказал он и поспешил на детскую площадку. «Лучше играть в снежки и кататься с горки с друзьями», – ответила Компоту Карамелька и пошла за Коржиком. Котята пришли на детскую площадку, где уже играли Лапочка и Сажик. Карамелька и Коржик стали кататься с горки вместе с ними, а Компот все-таки решил построить иглу. Он начертил на снегу круг, чтобы выкладывать на нем снежные кирпичики, и стал лепить снежки для строительства домика. «Компот, хватит лепить, давай к нам», – позвал брата Коржик. «Это так весело», – закричала брату Карамелька, проезжая мимо брата на санках. Котята покатались с горки, а потом нашли ледяной каток и принялись с разбегу ездить по льду. Это оказалось еще веселее. «Компот, давай с нами кататься», – пригласила котенка Лапочка. Но Компот был увлечен строительством домика иглу. Он скатывал плотные снежки, делал из них лопаткой кубики, кирпичики для дома и отвозил их на своих санках к начерченному на снегу плану будущего дома. Остальные котята весело смеялись, бегали по детской площадке, придумывая все новые игры и забавы. Но Компот не обращал на них внимания и сосредоточенно продолжал трудиться на своей стройке. «Компот, давай играть с нами в снежки», – позвал друга Сажик, бросив Компота снежком, но тот ничего не ответил. Компоту очень хотелось построить настоящий домик-иглу. Тем временем Коржик, Карамелька, Сажик и Лапочка наигрались на детской площадке и на катке. Коржик увидел неподалеку новую ледяную горку и показал на нее друзьям. «Смотрите, а вон ледяной спуск, давайте там покатаемся», – предложил он. В этот самый момент в кармане у Коржика зазвонил телефон, который дала ему мама. «Коржик, пора возвращаться домой греться», – раздался в трубке строгий голос мамы. «Да, мама, мы сейчас придем», – послушно ответил котенок и положил телефон обратно в карман. «Ну вот, нам пора домой греться», – расстроенно сказал Коржик друзьям. Ему совсем не хотелось прекращать игру. Ой, кто уснул у нас тут? Маленький Коржик. Тогда я сейчас буду читать потише, нам осталось несколько страничек. Коржик уснул. Второго Коржика сейчас будут ложить спать. Так что все хорошо. Читаем дальше. «Ну вот, нам пора домой греться», – расстроенно сказал Коржик друзьям. Ему совсем не хотелось прекращать игру. «Я тоже пойду домой. А то мне немного холодно», – сказала Лапочка, потирая свои озябшие лапки. «А у меня нос замерз», – сказал Сажик, закрывая нос варежкой. «Тогда начнем кататься с ледяного спуска после обеда», – придумала Карамелька. Котята побежали к Компоту, чтобы позвать его домой. Компот к этому времени уже успел построить фундамент снежного дома. «Компот, мама звонила», – сказала брату Карамелька. «Нам пора домой». «Ну вот», – расстроился Компот, – «я не успел достроить иглу», – грустно протянул он и развел лапками. Котенок успел соорудить только самый нижний уровень дома, и работы предстояло еще много. Котята отправились домой, как велела им мама. Там они все вместе пообедали, согрелись и отдохнули. После обеда Коржик, Карамелька и Компот пили чай в гостиной и обсуждали свою веселую прогулку. Компот все еще мечтал завершить строительство снежного дома и иглу. «Ты так до лета будешь строить», – сказал брату Коржик, – «а летом на улице уже будет жарко». И Коржик представил, как под палящими лучами солнца снежный домик быстро растает, и тут Компота пропадет. «И еще ты пропустишь все зимние веселья», – сказала Карамелька. «Я знаю», – ответил Компот, – «но я хочу проверить, правда ли, что внутри иглу теплее, чем снаружи», – объяснил он сестре и брату. После обеда мама разрешила Коржику, Карамельке и Компоту снова пойти гулять. Вернувшись на улицу, котята, Коржик, Карамелька, Сажик и Лапочка продолжили веселиться. Они отправились на ледяную горку, которую заметили неподалеку от детской площадки перед обедом, а Компот продолжил строить домик, иглу из снежных кирпичей. «Давайте паровозиком съедем»,
— позвал друзей Коржик, забравшись на самый верх ледяной горы. «Идите все сюда!» Карамелька, Лапочка и Сажик присоединились к Коржику, чтобы все вместе скатиться с горки. «А давайте еще компота позовем», — предложил друзьям Лапочка. «Паровозик будет длиннее и съезжать будет веселее», — подхватил Сажик. «Да, мы уже 100 раз его звали», — ответил Коржик. «Но пока компот не достроит иглу, играть не будет», — грустно подытожил он. И котята посмотрели с горки на компота. Тот упорно лепил снежки и складывал из них круглую стену из домика. «Я знаю, что надо делать», — вдруг придумала Карамелька. «Давайте поможем компоту построить иглу», — предложила она. «Тогда он освободится и сможет играть с нами». «Точно, давайте», — обрадовался Коржик. Ему очень понравилась эта идея, а то бедный компот там совсем один. Поддержала друзей Лапочка, и котята развернулись на другую сторону ледяной горки, чтобы спуститься с нее прямо к компоту и помочь ему строить снежный дом. «Эй, строительную бригаду заказывали?» – весело спросил своего брата Коржик, когда 4 котят паровозиком подъехали к компоту, по-прежнему занятого работой в снегу, и все вместе котята принялись за дело. Карамелька и Сажик скатывали большие снежки, Лапочка делала из них лопаткой кубики, снежные кирпичики, а Коржик передавал готовый строительный материал компоту. Работа закипела, и компот повеселел. С друзьями-помощниками домик Иглу стал быстрее строиться. Благодаря помощи друзей снежный дом Иглу вскоре был готов. Котята собрались вокруг своего творения, чтобы полюбоваться им. Домик получился просто чудесный, совсем как у северных котов. Он был ровной круглой формы, и его снежные кирпичики сверкали на солнце. «Как красиво!» — восхищенно вздохнула Лапочка. «Теперь осталось проверить, будет ли внутри теплее, чем снаружи», — сказал Компот. «Даже если там холоднее, мы все рады, что помогли тебе», — воскликнула Карамелька. «Ведь теперь ты сможешь играть вместе с нами», — подхватил Коржик. И все котята забрались внутрь новенького дома Иглу. Постояв там, они быстро согрелись. «Вот это да!» – удивился Коржик. «Тут теплее, чем на улице», – сказал он, снимая шапку. «Значит, это правда?» – обрадовался Компот. «Северные коты живут в снежных домах, а раз так, мы сможем тут греться, если нам станет холодно на улице», – предложила Карамелька. «Здорово!» – все вместе закричали счастливые котята и запрыгали, взяв друг друга за лапки. «Миу, миу, миу!» Так Коржик и Карамелька поняли, как важно во всем поддерживать своих близких, а мама принесла котятам термос с чаем, чтобы в снежном домике им было еще теплее. Кто слушал сказку, молодец. Вот и сказочки конец. Миу-миу. Всем спокойной ночи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.